Всем здравствуйте! В этом видео мы с вами погрузимся в замечательную теорему о бабочке. Поговорим о различных ее доказательствах, обобщениях и немножечко про ее историю. Формулировка этой теоремы следующая. Если у вас есть окружность и в ней проведена хорда АБ и отмечена точка М, середина этой хорды, то вы можете через эту середину провести еще две хорды CD и EF, и после этого EF пересечь с AB и CF тоже пересечь с AB. И тогда получится две точки пересечения X и Y, и теорема о бабочке утверждает, что точки X и Y находятся на одинаковом расстоянии от точки M. Собственно, название теоремы о бабочке происходит вот от фигуры, которая здесь образуется, и, может быть, от той симметрии, которая здесь тоже образуется. У этой теоремы есть немножечко другая формулировка. Вы можете на картинку добавить центр окружности О и заметить, что М является проекцией О на АБ. И тогда можно АБ на самом деле стереть хорду и просто провести через М прямую перпендикулярную ОМ. И эта прямая должна пересекать отрезки ED и CF в точках X и Y, находящихся на одинаковом расстоянии от точки M, или, что то же самое, от точки O. В такой формулировке эта теорема допускает сразу же некоторое обобщение. Вы можете точку M брать снаружи от окружности, что в исходной формулировке невозможно. Вы можете отвести точку M наружу, и тогда все будет то же самое. Вы берете прямую, проходящую через M перпендикулярно ОМ, и пересекаете ее с бабочкой. Тогда точки X и Y окажутся у вас на одинаковом расстоянии от точки M. Иногда эту теорему о бабочке называют внешней теоремой о бабочке. Еще одно наблюдение можно сделать следующего характера. Дело в том, что в теореме о бабочке в исходной формулировке я говорил, что у меня проведены хорды CD и EF, и дальше говорил, что мы проводим ED и CF. Но точки C и D могут быть перепутаны. Может оказаться, что точка D располагается здесь, а точка C располагается здесь. В этом случае утверждение все равно остается верным. То есть, если вы проведете вот такие две прямые до пересечения с прямой АБ, то точки, которые здесь образуются, они тоже будут равны длины от точки М. То есть вот эти два пересечения, они тоже находятся на одинаковом расстоянии от точки М и от точки О. Еще некоторое время назад, наверное, благодаря книге Коксеттера и Грейцера «Новые встречи с геометрией», считалось, что первое упоминание этой теоремы была публикация в журнале Gentleman's Diary. И одно из решений в этом журнале было написано британским математиком Уильямом Горнером. Нам этот математик известен скорее по схеме Горнера из школы. Однако оказалось, что утверждение слегка более древнее. В 2011 году были опубликованы некоторые письма из архива другого Уильяма, шотландского математика и астронома Уильяма Уоллеса. И вот в одном из писем, датированных 1805 годом, адресованных Уильяму Уоллесу другим астрономом Уильямом Гершелем, первооткрывателем урана, автор пишет, что у него для Уильяма Уоллеса есть замечательное геометрическое утверждение, которое сам он доказать не в состоянии. В ответном письме Уоллес приводит доказательства, указывая, что утверждение должно быть верно и для других конических сечений. А позднее выяснилось, что уже в 1803 году Уоллес в черновиках отмечает это утверждение, правда, вот во внешней формулировке. Вообще, Уильяму Уоллесу довольно сильно не повезло. Он изобрел несколько геометрических утверждений абсолютно фантастического характера. Одно из них – теорема о бабочке, а одно из них нам известно как прямая Симпсона, еще одно известно как теорема Боя-Гервина. И ни одно из этих утверждений не носит его имени. Будем надеяться, что рано или поздно, может быть, теорема о бабочке
начнет называться теорема о бабочке Уильяма Уоллеса, чтобы хоть как-то вспомнить автора этого замечательного утверждения. Теперь давайте перейдем к доказательствам теоремы о бабочке и начнем с простых геометрических рассуждений. Одно из самых простых доказательств основано на самом деле на замечательной идее, что если у вас есть хорда в окружности, отмечена ее серединой и построена какая-то такая конструкция, то есть смысл делать осевую симметрию относительно серединного перпендикуляра КБ. Мы еще не раз используем эту идею в разборе теоремы о бабочке. На самом деле вот это одна геометрическая идея, вторая естественная геометрическая идея делать центральную симметрию с центром в точке М, тогда тоже, скажем, B переходит в А, а X должна переходить в Y, да, то есть некоторая симметрия в картинке, которую можно пытаться использовать. Ну вот можно делать осевую симметрию, и в первом доказательстве мне потребуется сделать осевую симметрию только для одной точки, для точки F. Давайте нарисуем серединный перпендикуляр КБ, вот он проходит через точку М, и отражаем точку F, получаем точку F', естественно, на окружности, такую, что F' перпендикулярна вот этому серединному перпендикуляру. Ну и дальше можно поотмечать некоторые уголочки. Например, будут равны вот такие два красных угла. Угол AMF' и угол MFF'. Дело в том, что в равнобедренном треугольнике MF'F вот этот уголочек, естественно, он равен углу при основании. Вот. Ну а дальше можно заметить следующее, что если вы посмотрите на четырехугольник F'De, он является вписанным, у него один из углов красный, значит угол EDF' дополняет красный до 180 градусов. Ну и тогда мы видим, что точки D, X, M и F' тоже лежат на одной окружности обязательно. И теперь мы можем поотмечать еще пару равных углов. Можно отметить вот такие два синих угла, они в этой маленькой окружности опираются на угол XM. При этом угол XDM является вписанным углом и в большой окружности, опирающимся на дугу EC. И мы можем перекинуть его во второе крыло бабочки. Такие два угла, естественно, равны. Ну и что мы в результате видим? Мы видим, что у нас есть симметричная картинка относительно серединного перпендикуляра, точки F и F' симметричны, точки А и B симметричны. И от симметричных отрезков M, F' и MF откладываются равные синие углы. Ну, естественно, эти лучи пересекут отрезок АБ в симметричных точках относительно этого серединного перпендикуляра. То есть вот картинка X, F', F, Y – это просто симметричная картинка относительно серединного перпендикуляра КБ. Это и завершает доказательство. Переходим ко второму доказательству. Это тоже геометрическое доказательство, вполне себе элементарное. В его основе лежит следующая идея, что если мы хотим доказывать, что точки X и Y находятся на одинаковом расстоянии от середины некоторой хорды, да, АБ, то это то же самое, что доказывать, что точки X и Y находятся на одинаковом расстоянии от центра описанной окружности. Ну и вот можно проверять равнобедренность треугольника X и Y разными способами. Здесь мы сделаем это следующим образом. Ну вот мы заметим, что ОМ перпендикулярно АБ, и проведем еще два перпендикуляра. Опустим из О перпендикулярно ДЕ и скажем на CF, на две стороны бабочки. Тогда основания этих перпендикуляров являются серединами соответствующих хорд. А треугольники МЕД и МЦФ, они подобны, потому что в них треугольники углы Е и С равны, да, они опираются на дугу DF. И углы DF тоже равны, они опираются на дугу ЕС. Поэтому, если мы проведем в этих треугольниках медианы, то есть М соединим с основанием перпендикуляра здесь и М соединим с основанием перпендикуляра здесь, то получим, что углы между медианой и стороной в двух этих подобных треугольниках одинаковые. То есть вот такие два угла одинаковые. Ну и дальше, пользуясь тем, что, скажем, здесь вот у нас два прямых угла, мы видим, что точки О, М, Y и середина CF лежат на одной окружности. Да, и аналогично точки МО
x и середина DE тоже лежат на одной окружности с диаметром OX. И поэтому, значит, пользуясь двумя вот этими вписанностями, мы можем перекинуть синие углы в точку О. Ну и увидеть, что в треугольнике XOY высота и биссектриса совпали. Ну и значит треугольник равнобедренный, и следовательно XM равно MY. Третье доказательство, которое я хочу вам предложить, на мой взгляд, очень красивое. Просто самое красивое геометрическое доказательство, на мой вкус, теорема о бабочке. Я этого доказательства до очень недавнего времени не знал и предлагаю вам сейчас на него посмотреть. Основой этого доказательства служит утверждение, что радикальные оси трех окружностей обычно пересекаются в одной точке. И основная геометрическая идея состоит в том, что нужно сделать центральную симметрию с центром в точке М. Давайте начнем ее производить. Я отражу точку С относительно точки М, получу точку С', и отражу точку F относительно точки М, получу точку F'. И поскольку я хочу доказать, что точки X и Y центрально симметричны относительно M, то это то же самое, что проверить, что прямая F', проходит через X. Ну и вот я буду доказывать, что прямые ED, AB и F', проходят через одну точку, просто показывая, что на самом деле это есть радикальные оси трех окружностей. Ну, одна окружность уже нарисована на рисунке. Еще одну очень легко получить. Дело в том, что точки F' и C', как по построению, симметричны точкам F и C относительно M, а точка А симметрична точке B. Точки F, C, B и A лежали на одной окружности, следовательно, точки F', C', B и A тоже лежат на одной окружности. Ну и вот мы видим, что прямая AB уже стала радикальной осью двух из трех окружностей. Нам надо сделать так, чтобы прямые F', C' и ED тоже были радикальными осями, ну вот для некоторых уже третьей окружности, да, то есть по сути нужно проверить, что точки F', E, C' и D лежат на одной окружности. Как это сделать? Ну, это можно сделать, посчитав степень точки M относительно исходной окружности двумя способами. А именно я могу записать, что произведение отрезков хорды одинаковое для хорды CD и для хорды EF. То есть MC на MD равно ME на MF. После центральной симметрии C заменится на C', а F заменится на F'. То есть получится вот такое равенство. MC' на MD равно ME на MF'. Ну, это как раз и означает, что вот эти четыре точки F', E, C' и D лежат на одной окружности. Ну и тогда мы получаем, что три указанные ранее прямые просто являются общими хордами этих трех окружностей и, значит, пересекаются в одной точке. Ну, теперь переходим к четвертому доказательству. Это на самом деле доказательство оригинальное у Иллима, у Уоллеса, да, то есть, по сути, первое доказательство этого утверждения. Я чуть-чуть, может быть, расскажу его в другом виде, но в целом все идеи, они взяты оттуда. Удивительно, это доказательство очень похоже на предыдущее третье доказательство с радикальными осями. Мне кажется, что Уоллесу совсем чуть-чуть не хватило для того, чтобы придумать вот то самое красивое, с моей точки зрения, доказательство. Значит, что делал Уоллес? Он делал, по сути, то же самое построение, но немножко в другом порядке. Он предложил проводить через точку X прямую параллельную CF и рассматривать точки C' и F' пересечения с сторонами бабочки. То есть вот в прошлом доказательстве точки C' и F' получались симметрии относительно точки M, а в этот раз мы просто проводим прямую параллельную CF через точку X. Но в результате, конечно, получается, что это одни и те же точки. Значит, и тогда вот такие два уголочка синих равны. Кроме того, вот этот уголочек тоже синий. И значит, точки F', E, C' и D лежат на одной окружности. Согласитесь, уже очень похоже. Вот. Ну и дальше, значит, идея следующая, что на самом деле мы, конечно же, хотим проверять, что точки X и Y находятся на одинаковом расстоянии от центра исходной окружности. То есть это то же самое, что проверять равенство степеней точек X и Y относительно этих окружностей. Но у точки X степень относительно исходной окружности относительно вот этой новой одинаковая, она лежит на общей хорде.
Ну вот давайте и поизучаем эти самые степени, поймем, как они отличаются. Ну вот мы берем степень точки x относительно новой окружности. Это есть c'(x) на xf'. Ну, на самом деле с минусом, но я все степени буду писать положительными. А степень точки y относительно исходной окружности это есть cy на yf. Опять же с минусом, но минус убираем. Как относятся эти два произведения? Ну, понятно, просто из подобий треугольников, да, из параллельности, мы можем сказать, что они относятся как квадрат коэффициента подобия. А квадрат коэффициента подобия это есть отношение квадратов my и mx. Поэтому можем записать такое равенство, что c'(x) на xf' относится к cy на yf как квадрат коэффициента, то есть mx квадрат делить на my квадрат. Но вот эту степень, которая здесь в числителе образовалась, мы можем переписать как степень точки x в исходной окружности, а cy на yf переписать как степень точки y в исходной окружности. То есть получить вот такое равенство, что ay умножить на xb относится к ay на yb как mx квадрат делить на my квадрат. Ну и дальше можно заметить, что ax умножить на xb это что такое? Это есть am минус mx умножить на mb плюс mx. То есть половинка отрезка AB в квадрате минус квадрат mx в квадрате. Ну и знаменатели преобразуются точно так же. Значит, в числителе ax умножить на xb будет ab в квадрате на 4 минус mx квадрат, а знаменатель будет ab в квадрате на 4 минус my квадрат. Да? В результате получаем такое равенство, домножаем на знаменатель и получаем, что mx в квадрате на my в квадрате сокращается справа слева и остается ab в квадрате на 4 умножить на my квадрат равно ab в квадрате на 4 умножить на mx квадрат. Ну, то есть mx квадрат равно my квадрат, и значит расстояние точек x, y до m одинаковые. Следующее доказательство, которое я хочу привести, обычно приводится со ссылкой на замечательную книжку Коксетера Грейцера «Новые встречи с геометрией». По сути, там доказывается то же самое, что и в изначальном доказательстве Уоллеса, а именно то, что отношение степеней точки x и точки y в этой окружности это есть mx квадрат делить на my квадрат. И дальше проводит то же рассуждение, что и в предыдущем доказательстве. Но само вот это равенство устанавливается немного другим способом. А именно, делается следующее. Опускаются перпендикуляры из точки x и из точки y на две вот эти хорды CD и EF. И длины этих перпендикуляров обозначаются, скажем, x1, x2 и y1, y2. Тогда, если присмотреться, то можно заметить следующее, что, например, треугольник вот прямоугольный вот здесь вот, который образовался сверху с катетом x1, он подобен вот такому треугольничку с катетом y2. У них одинаковые углы, да, c и e, еще раз, одинаковые углы в бабочке. И это означает, что x относится к cy, как x1 относится к y2. Ну, аналогично можно сделать заключение, что dx относится к yf, как x2 относится к y1. А кроме того, можно сделать наблюдение, что x1 относится к y1, так же как x2 относится к y2 и mx к my. Вот, значит, получаем такой набор равенств. Ну и теперь, если мы перемножим вторые два равенства, здесь получится ex умножить на dx делить на cy на fy, это есть x1, x2 делить на y1, y2, то есть mx квадрат делить на my квадрат. Ну и тем самым получаем вот это вот замечательное равенство, которое и является нашей целью. Да, из него уже
в одну строчку выводится то, что mx равно my, так же, как и в предыдущем доказательстве. В качестве шестого доказательства я бы хотел предложить вам следующее рассуждение. Значит, если мы хотим доказывать, что точки x и y находятся на одинаковом расстоянии от точки m, то можно доказывать, что mx делить на xa равно my делить на yb. То есть, что точка x делит отрезок MA в таком же отношении, в котором точка y делит отрезок MB. Ну и можно попробовать поперекидывать эти отношения с помощью параллельных прямых. Например, можно сделать следующее. Можно провести две параллельных прямых AF и XG. Значит, вот здесь вот равные уголочки отметил. Тогда мы получим, что MX делить на XA это есть MG делить на GF. И тогда получится, что нам хотелось бы доказывать, что GY и BF параллельно. YG и BF параллельно. Это мы хотим доказывать. А дальше можно посмотреть вот на этот вот треугольник MBF, да, и у него должно быть две точки на сторонах, которые делят стороны в одинаковом отношении. Это в принципе означает то же самое, что если вы проведете две чавианы FY и BG и отметите точку пересечения H, что точки MH и середина BF лежат на одной прямой. Это попросту теорема Чева. Вот, итак, наша задача доказывать, что MH и вот эта середина BFN лежат на одной прямой. Но N это середина BF, а M это середина AB. Поэтому наша задача на самом деле сводится к тому, чтобы доказывать, что вот эта прямая MH, она параллельна AF. Да, потому что MN параллельно AF. Итак, я хочу доказывать, что MH параллельно AF. Чтобы это сделать, уже можно просто посчитать уголочки. Значит, давайте попробуем поотмечать еще равные углы. Например, угол, опирающийся на дугу BF у большой окружности, это красный уголочек. Например, его можно перекинуть сюда. FEB тоже будет красным уголочком. Дальше мы тогда видим, что точки X, E, B и G лежат на одной окружности. Это означает, что равны уголочки вот такие вот DEG и XBG. А угол DEG можно перекинуть в уголочек MCF, да, потому что угол DEF, он опирается на дугу DF. Вот получаем, что такие три уголочка равны. Еще разок. Значит, вот такие два угла равны, потому что они опираются на одну дугу большой окружности. А вот такие два уголочка равны, потому что они опираются на дугу XG в меньшей окружности. Ну и в результате мы видим еще одну окружность MCBH. Значит, такая вот есть еще окружность. Ну и это означает, что уголочек BCH равен уголочку BMH. Но угол BCH опирается на дугу BF в большой окружности, то есть тоже является красненьким. Мы можем получить сразу же, что вот этот уголочек тоже будет красный, и следовательно MH параллельно AF, и значит MH проходит через середину BF. Вот такое замечательное доказательство. Следующее доказательство, которое я хотел бы с вами обсудить, обычно принято называть доказательством с помощью площадей. Но в действительности, с моей точки зрения, в основе этого доказательства лежит довольно простое утверждение, которое, конечно же, доказывается проще всего с помощью площадей, но несет в себе на самом деле довольно простую, но содержательную идею. Что вот если у вас есть вписанный четырехугольник, и вы проводите у него диагонали, и вы хотите узнать, в каком отношении одна диагональ делит другую, то можно это сделать следующим образом. Вот предположим, что у вас длины сторон четырехугольника это А, Б, С и Д, и диагональ делится точкой пересечения в отношении X к Y.
Так вот, тогда отношение x делить на y можно найти по формуле. Это a умножить на d делить на b умножить на c. То есть произведение сторон, которые лежат со стороны x, делить на произведение сторон, которые лежат со стороны y. Проще всего понять это действительно с помощью площадей. Дело в том, что отношение x делить на y – это отношение площадей соответствующих треугольничков такого и такого. Просто потому, что у этих треугольников есть общая сторона, это вторая диагональ, а высоты относятся ровно так, как x делить на y. С другой стороны, площадь такого треугольничка, который лежит слева, это есть произведение сторон на синус угла между ними. А площадь треугольничка, лежащего справа, это произведение сторон b и c на синус угла между ними. Но вот эти два угла дополняют друг друга до 180 градусов, и их синусы равны. Ну или можно вспомнить утверждение, что площади треугольников, имеющих углы, дополняющие друг друга до 180 градусов, относятся как произведение заключающих сторон. Вот. Ну и вот это утверждение, если держать в голове, то после этого теорема о бабочке становится достаточно простой. Дело все в том, что мы хотим проверить, что точка x и точка y делят отрезок АБ в одном и том же отношении. То есть, по сути, хотим посчитать отношение AX делить на BX и AY делить на BY. Но вот AX делить на BX можно посчитать с помощью приведенного утверждения. Да? Вы можете перемножить стороны AE и AD и поделить на стороны BE и BD произведения. Да? И получится как раз отношение AX к XB. Значит, AE на AD делить на BE на BD. С другой стороны, мы хотим проверить, что это же отношение. Это есть BY к YA. Ну и здесь мы можем написать, что это произведение отрезочков BC и BF делить на произведение отрезочков AC и AF. Вот это написано здесь. Вот это равенство мы хотим проверить. А что у нас есть в руках? У нас есть в руках то, что у каких-то четырехугольников здесь одна диагональ делит другую пополам. А именно, например, EF делит AB пополам. То есть, если я перемножу AE на AF и поделю на BE на BF, то я получу просто единичку. AE на AF делить на BE на BF – это есть отношение, в котором диагональ EF делит диагональ BD, то есть AM к MB, и есть единичка. Вот. Ну, аналогично абсолютно получаем, что AC умножить на AD делить на BC на BD тоже равно единичке. Ну и из того, что две вот таких дроби равны единице, как раз и следует равенство вот этих двух дробей. Это очень легко увидеть, да, если вы одну из них на другую поделите, вы как раз получится произведение двух вот этих вот выражений. И на этом доказательство теоремы бабочки заканчивается. Так, переходим к следующему доказательству. Доказательство номер 8. Это доказательство, на самом деле, очень красивое, я его не знал и узнал только при подготовке к этому видео. Оно опирается на так называемую лемму Харуки. Лемма Харуки гласит следующее. Если у вас есть окружность, и в ней есть 4 точки, есть хорда АБ и 2 точки, скажем, D и F, и вы возьмете на дуге АБ некоторую точку P, и проведете PD и PF до пересечения с AB в точках K и L, то вы получите следующее, что произведение длин отрезков АК и ЛБ, деленное на длину отрезка КЛ, будет иметь фиксированную величину, то есть не зависеть от положения точки P. Вот если я точку P здесь буду двигать, то вот это выражение не будет меняться. Ну, как доказывать это утверждение? На самом деле нужно просто построить отрезочек, равный вот этому отношению, да, он по сути измеряется, здесь видно, что в сантиметрах, да, значит это выражение. Поэтому нужно найти отрезок на картинке, который имеет такую длину, и доказать, что он ни от чего не зависит. Ну и оказывается, что геометрически можно построить это следующим образом. Надо провести окружность через точки P, K и F и пересечь эту окружность прямой AB в точке N. И тогда оказывается, что длина отрезка BN, она с одной стороны не зависит от положения точки P, а с другой стороны как раз выражается вот этим
вот этим отношением. Давайте сначала поймем, что она не зависит от положения точки P. Но это очень просто. Дело все в том, что вот такие два уголочка равны красных. Угол красный не зависит от положения точки P, да, он не меняется, когда вы точку P двигаете по окружности. Ну и значит, вы на прямой АБ находите такую точку N, что угол BNF заданный. Ну и такая точка на самом деле единственная с нужной стороны лежит. Вот таким образом отрезок BN при движении точки P не меняется и остается фиксированным. Ну а теперь давайте посчитаем нужное нам вот это отношение. Для этого заметим, что у точки L одинаковые степени относительно этих двух окружностей. И значит, верно следующее, что LA умножить на LB — это степень точки L относительно исходной окружности, ну, со знаком, да, по модулю. И равно LK умножить на LN — это степень точки относительно второй окружности, опять же, с правильным знаком. Ну и после этого записываем, что LA — это на самом деле есть LK плюс KA, а Ln — это есть Lb плюс Bn. После этого раскрываем скобки и замечаем, что LK на Lb просто сокращается, и остается, что Ka на Lb равно LK на Bn. То есть после того, как я поделю на LK, я получу как раз, что AK на Lb делить на LK — это Bn. Ну и значит, мы получаем, что это выражение равно Bn, и этот отрезочек не меняется при движении точки P. Теперь как из этого вывести теорему о бабочке? Ну, надо считать, что просто точки C и E — это два положения точки P вот в этой самой лемме Харуки. Да, вот здесь у нас те же самые точки D и F, те же самые точки А и Б, а P просто принимают одно из двух положений. И записать вот это выражение, которое не зависит от положения точки P, для двух этих положений. И получить тогда такое равенство, что AM умножить на YB делить на MY, это выражение, посчитанное для точки C, равно AX умножить на MB делить на XM. Это выражение, посчитанное для точки E. Ну и поскольку AM равно MB, то мы получаем, что BY делить на MY равно AX делить на MX. То есть точка Y делит отрезок MB в том же отношении, в котором X делит отрезок MA. Ну и все, значит, точки X и Y должны быть равноудалены от точки M. Еще одно доказательство теоремы бабочки можно получить с помощью следующего рассуждения, опирающегося на теорему Паскаля. Давайте проведем серединный перпендикуляр к отрезку АБ. Это будет диаметр PQ. И точки D и E отразим относительно этого диаметра. Получим точки E' и D'. Поскольку мы делали отражение, а точки, скажем, E, M и F лежали на одной прямой, то вот в этой половинке образуются две таких пары углов, которые выражают собой угол падения равен углу отражения. Да, вот из симметрии красненькие уголочки равны и синенькие уголочки равны. А доказать нужно, что E', D' проходят через точку Y. Да, мы хотим проверить, что точки X, Y тоже отличаются осевой симметрией относительно PQ. Ну и вот задачка сводится к такой вот задачке в полуокружности, да, что вы здесь проводите лучи справа и слева от перпендикулярчика под одним и тем же углом, и надо доказать, что отрезочки пересекаются в одной точке. Ну, для этого можно заметить следующее, что если у вас есть произвольный треугольник, и вы в нем опустили три высоты, то если вы посмотрите на основание одной из них и соедините с двумя другими, то вот здесь образуется два равных уголочка, да, потому что на самом деле сторона является биссектрисой внешнего угла у ортотреугольника. Но проще всего это понять, просто заметив, что этот красный уголочек равен углу треугольника, да, потому что вот такие четыре точки лежат на одной окружности с диаметром на стороне, и вот такие четыре точки, раз, два, три, четыре, лежат тоже на одной окружности с диаметром на стороне. И значит, вот эти два угла, являющиеся внешними во вписанных четырехугольниках, равны противоположному внутреннему. Вот, ну и эту картинку можно трактовать немножечко в обратную сторону. Если у вас есть полуокружность, и вы взяли две точки на этой полуокружности и нашли на диаметре такую точку, что уголочки равны, то эта точка — это обязательно проекция вот этой точки пересечения диагонали сюда.
Да, просто потому что эта картинка достраивается до вот этой вот картинки. Да, если вы продлеваете эти две стороны, вы получаете как раз треугольник, в котором есть три высоты. Да, эта точка должна, вот эти две точки, одна из них должна быть основанием высоты, другая ротоцентром. Ну и надо заметить, что на диаметре есть только одна точка с двумя равными углами, угол падения равен углу отражения, да, потому что, например, она определяется из таких соображений. Вы должны одну из точек отразить, да, и потом провести прямую. Как это делается обычно в задаче про железную дорогу и две деревни, и построение станции, да, на железной дороге. Ну так вот, мы получили такое утверждение в полуокружности, очень симпатичное. И это означает, что мы можем его применить здесь. Вот мы от диаметра отложили раз точечку и два точечку E' и F. И это будет означать, что E', и PF обязательно пересекаются на AB. Аналогично CQ и PD' тоже пересекаются на AB. Ну и тогда мы видим здесь стандартную картинку для теоремы Паскаля, такую самопересекающуюся шестизвенную ломаную, и видим, что точки пересечения диагонали этой шестизвенной ломаной должны лежать напрямую. Вот нужно рассмотреть такую ломаную, да, P, F, C, Q, E', D' и потом обратно в P. Вот, и тогда вот это вот будет в точности точки пересечения противоположных сторон. Две из них лежат на АБ, значит и третья тоже лежит на АБ, то есть прямая E', D' проходит обязательно через точку Y. И на этом доказательство теоремы о бабочке завершается. Ну и коли уж речь зашла о теореме Паскаля, давайте вспомним еще одно доказательство, опирающееся на теорему Паскаля. В его основе лежит следующее построение. Нужно построить центр окружности и построить точки диаметрально противоположные для точек Е и С. Построить точку Е' диаметрально противоположную Е и С' диаметрально противоположную С. После этого, если вы отметите точку пересечения DE' и C'F, точку G, то окажется, что М, О и G лежат на одной прямой как раз по теореме Паскаля. Да, опять же, можно построить шестизвенную ломаную, там, скажем, Е, F, C', C, D, E', и получить, что точки М, О и Ж это точки пересечения противоположных сторон этой ломаной. Значит, вот мы получим тогда такое утверждение. Ну а дальше заметить следующее, что здесь вот есть у нас прямой уголочек, потому что ОМ это середина перпендикуляр КБ. Есть еще вот такие два прямых уголочка, потому что мы построили диаметры. И значит есть пара окружностей. Ну вот есть окружность М, Y, F, G, и поэтому вот такие два красных уголочка равны. С другой стороны, вот этот красный уголочек перекидывается в бабочке сюда. И есть окружность D, X, M, G, в ней уголочек перекидывается сюда. В результате мы получаем, что GM является биссектрисой и высотой в треугольнике X, Y, G. Ну, значит, является и медианой, и точки X и Y равноудалены от точки M. Теперь давайте перейдем к следующему доказательству теоремы о бабочке. Мне оно на самом деле очень нравится. Мне кажется, что оно нестандартное, выделяется из всех остальных. И в нем содержится идея, которую на самом деле я очень люблю. Она апеллирует к тому, как устроены проекции отрезка на стороны треугольника. И как проверять, например, что отрезок перпендикулярен основанию с помощью таких проекций. Но здесь вот прямо такое утверждение будет не нужно, будет нужно более простое, но тем не менее в основе лежит эта идея. Ну а для того, чтобы начать, нужно на самом деле взять формулировку, которая скорее относится к формулировке Уоллеса, то есть нужно стереть эту самую хорду АБ и провести перпендикуляр ОМ к хорде. Значит, стираем хорду и проверяем, что в этом случае, если вы проводите вот такой вот отрезочек перпендикулярный ОМ, то XM и MY будут равны. Вот. А делать мы будем это следующим образом. Мы рассмотрим точку пересечения DE и CF, пусть это точка P, и проверим, что площади треугольников B, MX
и PYM одинаковые, то есть что PM на самом деле это медиана этого треугольника. Это равенство площадей мы будем проверять так. Мы опустим перпендикуляры из точки M на стороны MK и ML и проверим, что отношение этих перпендикуляров это отношение сторон. То есть что Px относится к Py так же, как ML относится к MK. Это и будет означать равенство вот этих площадей. Ну а дальше ML и MK на самом деле можно заменить на любое выражение, которое является коэффициентом подобия двух крылышек бабочки. Да? Крылья бабочки — это подобные треугольники. Значит, ML относится к MK, как, скажем, CF относится к ED. Поэтому можно проверять вот такое равенство. Ну и, в принципе, вы получили уже замечательное утверждение, которое можно как-то пытаться считать, но пока еще все еще непонятно, как поймать вот эти точки x, y. Они задаются через перпендикуляр к ОМ и больше, в общем-то, никак к картинке не привязаны. Но это является ключом. На самом деле вот отрезок ОМ перпендикулярен стороне XY. Это очень много информации про отрезки ОМ и про стороны этого треугольника. Но перед тем, как говорить об этом, давайте спроецируем отрезок ОМ на стороны треугольника PXY. Значит, вот точка М у нас уже спроецирована, спроецируем еще точку О. И заметим, что на самом деле точка H — это середина стороны CF треугольника CMF. Точка G — это середина стороны ED треугольника EMD. То есть это соответственные точки в подобных треугольниках. Точки L и K тоже соответственные точки. И значит, вот этот коэффициент подобия CF делить на ED можно переписать как LH делить на KG. И проверять, что PX к PY относится как LH к KG. И вот LH и KG — это на самом деле просто проекция отрезка OM на стороны треугольника PXY. Итак, мы получаем такое утверждение, что у нас есть треугольник, есть отрезочек перпендикулярный основанию, мы его проецируем на стороны и хотим проверить, что отношение проекции — это есть отношение сторон, но с переворотом. Да? Вот у нас LH здесь, а PX здесь. Ну и замечательное свойство состоит в том, что у всех отрезков заданного направления, естественно, одинаковые проекции на стороны. Поэтому можем не для этого отрезка проверять, а для высоты. Но если мы высоту спроецируем на стороны, то мы увидим следующее, что вот такие три уголочка равны. Да? Вот четырехугольник, вершина, основания высоты и две проекции основания высоты лежат на одной окружности. Значит, такие красные уголочки равны. Ну, вот здесь прямоугольный треугольник, в нем опущена высота, значит, такие два красных уголочка равны. Ну и в результате получаем, что треугольник вот здесь сверху, который образуется, он подобен исходному треугольнику с переворотом. Это означает, что отношение сторон будет такое же, как отношение сторон исходного треугольника, тоже с переворотом. То есть проекции высоты на стороны относятся как эти стороны, но с переворотом. И то же самое верно для любого отрезка перпендикулярного основания. В частности, для отрезка ОМ это и доказывает нужное равенство. Единственное, что я хочу еще отметить, что это довольно мощный способ проверки перпендикулярности. То есть, если вы нашли отрезок, у которого проекции на стороны относятся как стороны с переворотом, то он почти точно перпендикулярен основанию. Надо только следить, что это выполняется в терминах направленных отрезков. То есть чуть-чуть более аккуратно. На самом деле есть два направления отрезков, которые дают нужные проекции на стороны. Вот, но они, значит, отличаются тем, в каком порядке лежат проекции двух вот этих вот концов на сторонах. Готовясь к записи этого видео, я в одной из статей прочитал, что нету элементарного доказательства теоремы о бабочке с помощью инверсии. На самом деле это не совсем правда. Другое дело, что утверждение, которое получается после инверсии, не столь элементарно, но все же довольно известно. Оказывается, что теорема о бабочке с помощью инверсии переделывается в так называемую лемму о велосипедистах. Если вы не знаете про лемму о велосипедистах, я рекомендую вам
в группе ВКонтакте прочитать мою заметку об этом, либо найти статью в «Кванте» о велосипедистах и вишневой косточке Владимира Юрьевича Протасова, где он рассказывает историю этой замечательной задачи и о том, какие задачи в разное время появлялись, связанные с леммой о велосипедистах. В частности, там упоминаются и разнообразные теоремы о бабочке, и самая обыкновенная теорема о бабочке. Ну, давайте перейдем к рассуждению основному. Значит, я, естественно, просто сделаю инверсию с центром в точке М, как самой важной точки в этой конструкции. Я вижу, что у меня МА равно МБ, значит, после инверсии точки А и Б будут находиться на одинаковом расстоянии от точки М. Точки X и Y должны находиться на одинаковом расстоянии от точки М, то есть я буду доказывать, что MX равно MY после инверсии. Ну, окружность исходная перейдет в какую-то окружность, то есть на самом деле после преобразования инверсии что получается? Получается какая-то окружность, на ней лежат точки, есть точка М, в этой точке пересекаются прямые АБ, ЕФ и СД, как и раньше, МА равно МБ, как и раньше. Я те же самые обозначения использую для точек после инверсии. Вот. Ну, что изменилось? Прямые DE и CF, они стали окружностями, проходящими через точку М. То есть получаются вот такие окружности. Прямая АБ пересекает эти окружности в точках X и Y повторно. И нужно доказывать, что MX равно MY или что XA равно BY. То есть что две вот такие вот хорды, которые здесь образуются, они одинаковые вот в этой конфигурации. Что оказывается удивительным, что в этой конфигурации вовсе не нужно, что МА равно МБ. То есть это верно без этого дополнительного ограничения. То есть вы можете убрать это условие, и у вас все равно вот эти два отрезочка будут равны. То есть вы можете здесь точки как-то подвигать. Ну и, например, можете здесь двигать вот эту вот хорду, и отрезочки X и BY будут оставаться равными. Ну и вот это на самом деле то, что можно здесь двигать положение как угодно, приводит к так называемой лемме о велосипедистах и к связанным с ним утверждениям. Давайте поймем, при чем здесь велосипедисты. Велосипедисты обычно образуются в ситуации, когда у вас есть две окружности и через точку пересечения проходит много секущих. Тогда положение, которое соответствует, скажем, одной прямой точки E и F, в нашем случае точки C и D и точки X и Y, это на самом деле положение велосипедистов, стартовавших из второй точки пересечения в одну сторону с одинаковыми угловыми скоростями. То есть если я сейчас вот запущу анимацию, у меня вот два велосипедиста едут с одинаковой угловой скоростью, прямая их соединяющая все время проходит через точку M, и они оказываются поочередно в точках EF, в точках XY и в точках CD. Вот это велосипедисты. Значит, в чем же состоит так называемая лемма в велосипедистах и что же за вишневая косточка в статье Владимира Юрьевича Протасова упоминается? Оказывается, что есть точка, которая находится от велосипедистов постоянно на фиксированном расстоянии. То есть есть такая точка на плоскости, которая равноудалена от любого положения велосипедистов. Еще раз повторюсь, это утверждение вы можете либо доказать самостоятельно, либо найти в статье на канале, либо в статье Владимира Юрьевича. Ну и на самом деле эта точка строится довольно просто. Нужно рассмотреть четвертую вершину параллелограмма. Три вершины — это М и два центра, и четвертая вершинка будет как раз эта самая вишневая косточка. Ну а теперь давайте двинемся дальше и вернемся в исходную конструкцию. У нас точки Е, С, Ф и Д никакие попало, а точки, лежащие на одной окружности, проходящие через точки А и Б. Ну и тогда мы видим, что у нас есть одно положение, где точки С и Д равноудалены от вишневой косточки, есть другое положение, где точки Е и Ф равноудалены. Ну и значит, на самом деле эта вишневая косточка — это центр окружности С, Е, Д, Ф. Да, это точка пересечения серединных перпендикуляров к EF и CD. А мы знаем, что эти два серединных перпендикуляра пересекаются в нашей окружности, соответствующей нашей исходной, да, после инверсии.
Вот, ну и тогда мы получаем, что точки x и y должны быть равноудалены вот от этого самого центра. Вот, но мы знаем, что точки А и Б тоже равноудалены от этого самого центра. Ну и тогда мы получаем, что у отрезков АБ и XY общий серединный перпендикуляр, и значит отрезки XA и BY, конечно же, должны быть равны. Они просто симметричны относительно этого серединного перпендикуляра. Но это соответствует тому, что до инверсии у нас точки X и Y располагались на одинаковом расстоянии от точки М. Это завершает доказательство теоремы о бабочке. Теперь давайте обратимся к доказательствам теоремы о бабочке, чуть менее, может быть, геометричным, но все же очень важным. Дело в том, что оказывается, что теорема о бабочке довольно проективное утверждение, и оно, в частности, его аналоги верны и для каких-то конических сечений, обобщений очень много проективных. Но давайте попробуем подоказывать с помощью разных проективных идей. Ну, первая идея, которая есть, по крайней мере, в этой конфигурации, это то, что точку М хочется просто проективным преобразованием задвинуть в центр окружности. Значит, вот вы делаете проективное преобразование, которое сохраняет окружность, а точку передвигает в центр. Тогда, если, по крайней мере, думать, что у нас утверждение осталось тем, которое было изначально, то утверждение изначально в ситуации, когда m это центр окружности, тривиально, потому что у вас просто получается, что CD и EF это диаметры, и вся картинка центрально симметрична с центром в точке M. И значит x и y тоже симметричны. Вопрос только почему же, если мы m передвинули в центр окружности, то вообще сохранились отношения mx и my, да, то есть почему, если здесь окажется, что m это середина xy, то и до преобразования m это середина xy, ведь проективное преобразование отношения длин отрезков на прямой не сохраняет. Тут есть несколько потенциальных объяснений. Первое объяснение такое, что если мы m передвигаем в центр, то это же то же самое, что поляр у точки m увести на бесконечность. Если вы переводите поляр у точки m на бесконечность, то на всех параллельных прямых бесконечно удаленная точка остается на месте. И значит, на прямых параллельных поляре у вас афинное преобразование. А прямая АБ как раз параллельно поляре, потому что ОМ перпендикулярно АБ. Ну, значит, на прямой АБ у вас преобразование афинное, и значит, оно отношение длин отрезков сохраняет. То есть, в частности, у вас просто mx делить на ma равно mx на ma до проективного преобразования. Это первый вариант. А второй вариант заметить, что двойные отношения при проективном преобразовании сохраняются на прямых. И это означает, что двойное отношение точек А, М, X, B, оно сохранилось. И если оно равно в этой конфигурации двойному отношению точек B, M, Y, A, то и до этого тоже было такое же. Ну, из этого уже легко увидеть, что точка Y делит отрезок MB в том же отношении, в котором точка X делит отрезок MA. Вот. Ну, в общем, так или иначе, простое проективное преобразование, переводящее точку в центр, приводит к тривиальной картинке и к тривиальному утверждению. И так можно доказать теорему о бабочке. Ну, предыдущее доказательство проективное можно воспринимать как некоторое, сокрытие фактов каких-то, да, то есть оно очень простое, но, с другой стороны, не вскрывает суть вещей. Есть проективные доказательства, которые термин проективное преобразование не используют, а просто говорят обо всем в терминах двойных отношений, да, которые при проективных преобразованиях сохраняются. Это более простое понятие. Давайте обсудим, как с помощью двойных отношений, не выходя за пределы этой картинки, произвести доказательства. Надо просто рассмотреть двойные отношения двух четверок прямых. Значит, вы можете рассматривать прямые синенькие, вот идущие из точки Е, пучок прямых в точке А, Д, Ф и Б, и пучок зеленых прямых из точки С, идущие в те же самые точки на окружности. Ну и поскольку они идут в один и тот же набор точек на окружности, то у вас равны двойные отношения ЕА, ЕФ, ЕД, ЕБ равно СА, СФ, СД, СБ.
Можно это воспринимать так, что просто наборы углов здесь одинаковые в этих пучках. Значит, если вы этот пучок, скажем, синий пересечете с прямой АБ, то вы получите 4 точки А, Х, М и Б. Если зеленый, то получите 4 точки А, М, Y и Б. Вот. Ну и значит вы получаете, что двойные отношения вот таких четверых точек одинаковые. А, М, Х, Б и А, Y, М, Б. Ну, если мы честно запишем двойное отношение, которое написано слева, и двойное отношение, которое написано справа, то увидим, что АБ и АБ сокращаются справа-слева. МБ и АМ тоже сокращаются. Здесь одно из них в числителе, другое в знаменателе, но это половинки отрезков. И в результате вы просто получаете, что АХ делить на АМХ равняется YB делить на YM. То есть у вас точка X делит отрезок АМ в том же отношении, в котором точка Y делит отрезок BM. Это означает, что точки X и Y находятся на одинаковом расстоянии от точки M, что и завершает доказательство. Еще одно доказательство носит проективный привкус, хотя, в общем-то, проективного в нем не так и много. Но оно опирается на утверждение, которое вообще не содержит в себе никаких окружностей, и этим, в общем-то, довольно прикольное. Состоит оно в следующем, что если у вас есть треугольник, и вы возьмете в нем 3 чевянки, пересекающихся в одной точке, возьмете 2 основания этих чевян, пересечете, и отметите вот эту точку, и проведете прямую параллельную основанию до пересечения со стороной и с чевянкой, то вот такие два отрезочка будут равны. Вот. Конечно, такое утверждение можно доказать с помощью, не знаю, нескольких теорем Менелая и теорем Чевы. И вообще можно переконфигурировать как угодно. То есть здесь вот такая конфигурация, но если вы просто производите построение с помощью набора прямых чего-то подобного, то получается такое утверждение. Тем не менее, самое простое доказательство этого утверждения проективное. Можно заметить, что вот такие 4 точечки красные образуют гармоническую четверку. И эту гармоническую четверку можно спроецировать, скажем, вот из этой вершины на вот эту параллельную прямую. При этом нижняя точечка улетит на бесконечность, потому что мы проектируем на параллельную прямую. Вот эта точечка перейдет сюда, а вот эта точечка перейдет сюда. А эта точечка уже лежит на синей прямой, поэтому остается на месте. В результате мы получаем, что вот эта гармоническая четверка переходит в гармоническую четверку, состоящую из двух вот этих вершин, вот этой красной и бесконечно удаленной. Ну, раз у нас одна точка бесконечно удалена в гармонической четверке, значит, здесь получается, что одна из точек делит отрезок, соединяющий две другие, пополам. Вот. Ну и как это связано вот с этой картинкой, надо на самом деле построить точки пересечения вот таких вот отрезков прямых DF и EC в бабочке, точки пересечения, скажем, CF и DE, и заметить, что прямая, соединяющая вот эти две вершинки построенных, это на самом деле поляра точки M. Поляра точки M перпендикулярна ОМ и значит параллельно АБ. То есть вот эта прямая параллельно АБ. Ну тогда мы видим ровно вот такую вот картинку с треугольником. В качестве треугольника мы берем вершинку Е и две вот этих новых вершинки. Здесь проведены чевянки 3, да, и через точку пересечения проводится прямая, которая пересекает одну из чевянок в точке Y и одну из сторон в точке X. Это прямая параллельно основанию, значит mx будет равно my. Это в точности вот эти два синих отрезка в этой картинке. И получаем, что теорема о бабочке автоматически получилось. Еще раз замечу, что вот в этом утверждении никакой окружности нет, и оно прекрасно отрабатывает в ситуации с окружностью. Ну, раз речь уже зашла о полярах в целых двух доказательствах, можно попытаться сделать в этой задаче, в теореме о бабочке, полярное преобразование. На самом деле обычно полярное преобразование в этой конфигурации делают в обратную сторону, то есть из той задачи, которая получится, ее доказывают с помощью полярного преобразования, переводя в теорему о бабочке. Но мы сделаем в обратную сторону и убедимся, что ту задачу, которая там получается, можно решить без уже полярных преобразований.
Но получится достаточно сложно. Сразу предупреждаю, что если вы не знаете, что такое полярное преобразование, вам следует это доказательство пропустить. Итак, делаем полярное преобразование. Точки Е, Д, С и F переходят, естественно, в касательные в этих точках к окружности. Да, вот я их обозначаю, эти касательные, через Е малое, С малое, F малое и D малое. Тогда по свойствам поляр точка пересечения, скажем, поляра в точке С и поляра в точке D придет в полюс прямой CD. Но аналогично пересечение поляр точек Е и F перейдет в полюс прямой ЕФ. Ну и про остальные тоже можно отметить, скажем, вот это ЕД прямая, а это образ прямой CF. Значит, дальше чуть-чуть хитрее. Мы хотим понять, куда переходит прямая АБ, в какую точку. Значит, для этого я пойму, куда переходит точка М. Точка М – это точка пересечения ЕФ и СД, значит, она просто переходит вот в эту вот прямую, соединяющую СД и ЕФ. Вот. А прямая АБ, она перейдет в точку на этой прямой М, причем такую, что О проецируется в эту точку, да, потому что мы знаем, что прямая, соединяющая центр и полюс, перпендикулярна поляре. То есть по факту прямая АБ строится вот так. Вот. Дальше давайте поймем, что такое точка Х. Точка Х – это пересечение АБ и ДЕ. Ну и значит, это будет просто прямая, соединяющая АБ и ДЕ. Значит, вот точки Х и Y переходят в две таких прямых. Мы хотели доказывать, что точки X и Y равны длины от M, ну или от центра O. Это то же самое, что доказывать, что прямые X и Y равны длины от O. А это то же самое, что проверять, что вот здесь появилась бисектриса. Вот, значит, вот получилось такое утверждение, то есть наша теорема о бабочке переформулировалась так, что вот в этой конфигурации здесь получается бисектриса. Ну и дальше хитрость состоит в том, что на самом деле вот этот перпендикуляр из точки О можно заменить на другой перпендикуляр, опущенный, скажем, из точки пересечения диагонали этого четырехугольника. То есть вот точка пересечения диагонали этого четырехугольника лежит вот на этом перпендикуляре. Ну, проще всего, наверное, понять это следующим образом. Значит, что такое за прямая, соединяющая ЕД и ЦФ? Но это образ точки пересечения ЕД и ЦФ. Точка пересечения ЕД и ЦФ лежит на поляре точки М. Значит, прямая соответствующая будет проходить через полюс вот этой вот прямой. Но полюс этой прямой лежит на перпендикуляре обязательно. Аналогично про вторую диагональ, она тоже проходит через полюс вот этой прямой относительно этой окружности, значит тоже лежащие на перпендикуляре. То есть эти две диагонали обязательно пересекаются в полюсе прямой CDEF. Можно было немножко по-другому это сделать, то есть установить то же самое утверждение, пользуясь теоремой Бряншона. То есть вот эта точечка, она еще есть точка пересечения таких двух прямых, вот этой и вот этой. Вот. Ну и тогда мы просто получаем, что эта точка – это полюс вот этой прямой относительно этой окружности, ну потому что вот две таких касательных сюда пересеклись, да, две таких касательных сюда пересеклись в точке EF, и значит точка пересечения как раз полюс. Ну, в общем, так или иначе, вот про эту замечательную точку можно установить, что прямая, проходящая через центр, и эту точку перпендикулярна прямой CDEF. Ну и все, тогда можно стереть окружность, на самом деле, и получить вот такое замечательное утверждение, верное для любой такой конфигурации из прямых. То есть вы берете треугольник, проводите две чевианки, здесь пересекаете диагонали, опускаете перпендикуляр, и тогда здесь будет два равных угла. Почему это так? Ну, опять же, наиболее простое рассуждение опирается на свойства двойных отношений гармонических четверок. Здесь мы видим пучок из четырех прямых, выходящих из точки АБ, две из которых перпендикулярны по условию. Если вы хотите проверять, что здесь бисектриса, это значит, что вам нужно проверять гармоничность этого пучка. Гармоничность этого пучка равносильна гармоничности четверки
точек 1, 2, 3 и точка пересечения вот этого и вот этого. Ну и это уже легко проверить, что это действительно гармоническая четверка, то есть в таких конфигурациях из прямых там огромное количество гармонических четверок и есть более-менее стандартные. Думаю, что вы, те, кто поняли, о чем шла речь, до сих пор разберутся с этой гармонической четверкой на раз-два. Ну и в результате получаем, что точки x и y равны длины от точки m, потому что вот в этой конструкции прямые x и y были равны длины от центра окружности, хотя окружность уже и исчезла. Теперь перейдем к доказательству, которое на самом деле очень-очень глубокое, с помощью теоремы Дезарга об инволюции. Меня очень давно на канале просили рассказать о том, что такое теорема Дезарга об инволюции и как ее использовать. Ну вот будет небольшой разговор про это. На самом деле все не то чтобы очень сложно, но крайне содержательно. И по большому счету теорема Дезарга об инволюции — это такое очень-очень глубокое обобщение теоремы о бабочке. То есть можно это рассматривать таким образом. Давайте сначала я скажу, в чем состоит теорема Дезарга об инволюции, потом поговорю, объясню все слова, которые там появляются, докажу ее, и после этого мы поймем, как с помощью нее доказывается теорема о бабочке. Значит, теорема Дезарга об инволюции говорит следующее, что если у вас есть коническое сечение, и в это коническое сечение вписан четырехугольник ABCD, и вы проводите произвольную прямую, которая пересекает стороны этого четырехугольника и диагонали в 6 точках. Ну, соответственно, здесь получается вот у меня W, W', Z, Z' и X, X', а коническое сечение пересекает в точках Y, Y', то тогда вот эти пары точек штрихованных и нештрихованных, одноцветные, переходят друг друга при проективной инволюции. Ну вот пока что я думаю, что многим какие-то слова были непонятны, а может быть вообще ничего не понятно. Давайте поговорим, что же за теорема Дезарга об инволюции и то есть, что означают все слова, которые я здесь произнес, а главное, почему это утверждение верно. Итак, что такое инволюция и что такое проективная инволюция? F — это проективная инволюция, если выполняет следующее. Значит, слово инволюция означает, что если вы выполняете отображение 2 раза, то получается тождественное отображение. А слово проективное означает, что F сохраняет двойные отношения. Ну, и это означает, что F у вас должно действовать на каком-то объекте, на котором осмысленно говорить о двойных отношениях. Самое простое, для чего можно применять, говорить о том, является ли преобразование проективной инволюции или нет, ну, например, прямая и окружность. Для того, чтобы понимать, что там такое двойное отношение, ничего особо знать не надо. Вот давайте про эти два случая и поговорим. Первое утверждение, что если у вас есть проективное отображение прямой в себя, которое переводит точку А в точку А' и точку А' обратно в А, то это обязательно проективная инволюция. То есть обязательно F, композиция с F, это тождественное преобразование, да, ну а двойные отношения будет автоматически сохранять, потому что я попросил проективность. Доказательство в одну строчку. Если я беру точки А, H', X и F от X и считаю вот такое двойное отношение, то поскольку F у меня проективный, я могу ко всем точкам применить F. F от A это H', F от H' это A, здесь будет F от X, а здесь будет F от X. Ну и дальше, пользуясь свойствами двойных отношений, я могу переписать так. Я могу переставить первые два аргумента местами и вторые два местами. Получить вот такое выражение. Но тогда я вижу, что у меня двойное отношение вот такой четверки, вот такое одинаковое, а здесь все элементы совпадают, кроме третьей точки. То есть x заменилось на f от x. Но поскольку есть только одна точка, которая данную тройку дополняет до данного двойного отношения, то мы получаем, что x обязательно равно f от x. Итак, это утверждение номер раз. А второе утверждение такое, что если у вас есть проективная инволюция на прямой, то на самом деле это есть инверсия с некоторым центром и возможная симметрия относительно этой точки на прямой. Да, то есть на самом деле есть набор
преобразований, которые очевидно сохраняют двойное отношение, например, инверсия, да, это упражнение, проверить, что инверсия с некоторым центром напрямую сохраняет двойные отношения. И симметрия относительно точки, естественно, тоже сохраняет. Ну и оказывается, что в действительности вот эти отображения инволютивные, ну и на самом деле других инволюций по сути и нету. Доказательство следующее. Давайте мы посмотрим на ту точку, которая переходит при этой проективной инволюции в бесконечность. То есть f от p равно бесконечности, f от бесконечности равно p. И возьмем две точки А и Б, пусть они переходят в А' и в Б'. Ну, тогда, поскольку у нас инволюция, f от А' равно А и f от Б' равно Б. А дальше я просто посчитаю произведение по А на PA' и ПБ на ПБ', ну, в направленных отрезках. Значит, для этого я просто запишу двойное отношение P бесконечность АБ, применяю инволюцию мою проективную. Это то же самое, что бесконечность P, А', Б'. Из этого следует, что PA делить на PB, да, бесконечность. Значит, записываем просто вот это двойное отношение, получаем, что PA делить на PB равно PB' делить на PA'. И здесь написаны направленные отрезки их отношения, да, то есть PA на PA' равно PB на PB'. Но это вот и означает, что у вас А и А' отличаются, и Б и Б' отличаются инверсией с центром в точке P одного и того же радиуса. Ну, возможно, еще нужно делать симметрию, да, если здесь произведение будет отрицательно, то нужно еще сделать центральную симметрию. Если положительно, то это настоящая инверсия. Вот. Ну и так получается, что теперь мы можем для любой точки С написать, что PC на PC' равно PA на PA', да, и получить, что это самая настоящая инверсия. Вот. И так мы классифицировали все проективные инволюции на прямой. Следующее утверждение, что если у вас есть проективная инволюция окружности, ну или на самом деле коники, то это не что иное, как центральная проекция из какой-то точки. Ну, доказательство этого утверждения такое. Вы можете считать, что у вас окружность, во-первых, а дальше можете сделать инверсию с центром в какой-то точке на этой окружности и развернуть эту окружность впрямую. Двойные отношения от этого не поменяются. Значит, что мы хотим проверить на самом деле? Мы хотим проверить, что если вы берете три пары точек, то такие три прямые пересекутся в одной точке, что действительно центральная проекция отправляет С в С', А в А' и Б в Б'. Да, тогда какую бы точку С мы не выбрали здесь, да, CC' будет проходить через вот эту точку пересечения. Это означает, что у нас центральная проекция сопоставляет С и С'. Вот. Ну и здесь значит, здесь у нас живет инволюция F, да, которая сопоставляет А', ББ' и CC'. А мы сделаем инверсию, которая эту окружность развернет. Возьмем какую-то точку Q на этой окружности и сделаем инверсию с центром в точке Q. Вот получится какая-то такая картинка, все точки оказались на прямой, точка Q лежит снаружи, двойные отношения сохранились при инверсии. Ну и теперь я хотел проверять, что три прямых пересекаются в одной точке, а теперь хочу проверить, что три окружности пересекаются в одной точке. Отлично от Q, естественно. Но на прямой я получил инволюцию, на самом деле, то есть это тоже А в А', Б, Б' и С в С'. Переходят друг дружку при инволюции. Как эта инволюция на самом деле задается? Ну, задается так. Мне нужно выполнить сначала инверсию с центром в точке Q, попасть здесь, в эту картинку, дальше сделать здесь инволюцию, и потом вернуться обратно инверсии с центром в точке Q обратно напрямую. Вот получится инволюция на прямой, которая переводит А в А', Б, Б' и С в С'. Опять же, до инверсии и после инверсии я сохраняю одно и то же обозначение, хотя это и не очень хорошо. Вот, но инволюция напрямую я знаю, как устроена. Это инверсия плюс возможная симметрия с центром в какой-то точке. То есть есть такая точка P, что PA' на PA равно PB' на PB равно PC' на PC. Ну, вот здесь это будет инверсия с симметрией в этой картинке. Но это означает, что точка P лежит на радикальной оси вот этих трех окружностей. И значит, поскольку точка Q тоже лежит, значит, у этих трех окружностей общая радикальная ось. И значит, есть вот эта вот точечка пересечения. Ну и все, тогда мы доказали, что все проективные инволюции окружности — это обязательно центральные проекции. Ну и для коники на самом деле не хватает одного шага. Нужно конику сначала переделать в окружность, а потом инвертировать.
Итак, теперь вернемся к исходной теореме. Значит, еще раз, утверждение состоит в следующем, что если у вас есть коническое сечение, вы проводите прямую и берете полный четырехсторонник, который пересекает эту прямую в 6 точках, то вот 4 пары, которые здесь нарисованы, совмещаются друг с дружкой проективной инволюцией на этой прямой. Ну, если мы уже поняли, что такое проективная инволюция, то доказательство этого утверждения не такое уж и сложное. Давайте поймем. Давайте мы просто сделаем проективное преобразование, которое точки y сопоставляет y', точки y' сопоставляет y, точки z сопоставляет z'. Для любых трех точек на прямой существует преобразование, которое переводит заданные три точки. Вот возьмем преобразование, которое такое. Докажем, что это проективная инволюция, которая переводит x в x' и w в w'. Почему это проективная инволюция? Ну, потому что есть точка, которая переводится сама в себя. У нас для этого была отдельная лемма, да, что если у нас есть точка, которая А переводится в А' и А' в А, то тогда это обязательно инволюция. Ну вот мы получили, что у нас есть по построению просто такая точка есть. Это точка Y. Значит, у нас не только Z в Z' переходит, но и Z' переходит в Z. Докажем, что f от w это w', и f от x это x'. Ну, это доказывается одинаково для точек x, x' и w, w'. Давайте для какой-нибудь одной пары проверим. Но запишем следующее. Значит, берем четверку точек y, y', z, w. Замечаем следующее, что если вы спроецируете эту четверку из точки А на коническом сечении на саму конику, то что получится? Y и y' останутся на месте, z перейдет в точку B, а w перейдет в точку C. Поэтому получится, что двойное отношение на конике вот такое вот. Дальше мы берем и проецируем все это дело из точки D обратно на прямую. Значит, получаем двойное отношение y, y', w', z', да, b и c спроецировались w' и z'. На самом деле, если вы посмотрите на доказательства теоремы о бабочке с двойными отношениями, там происходило приблизительно то же самое. То есть там просто рассматривалось два пучка из точки А и из точки D, да, и они получались одинаковые. Значит, так, дальше мы применяем нашу инволюцию f. Значит, y переходит в y', y' переходит в y, w' переходит в f от w', и z' переходит в z. Мы знаем вот уже эти соотношения. Значит, двойное отношение не изменилось. Ну и дальше меняем порядок точек. Y и y' в первой паре поменяли, и z и f от w' поменяли во второй паре. В результате получили, что здесь у нас есть четверка точек y, y', z, w, а здесь y, y', z, f, w'. Ну и в результате получаем, что значит четвертые точки тоже должны совпадать, то есть w равно f от w'. То есть выполняется первое равенство, но аналогично выполняется второе равенство. Вот, итак, теорема Дезарга об инволюции доказана. Ну, давайте теперь посмотрим на нашу вот картинку. Значит, и поймем, что у нас есть точки x, y, пересечения некоторой прямой со сторонами четырехугольника. Точка M дважды точка пересечения этой прямой со сторонами. И А и Б это точки пересечения этой прямой с окружностью, то есть с коникой. Ну, и значит, существует проективная инволюция, которая переводит точку А в точку Б, точку X в точку Y и точку М оставляет на месте. Но вот легко проверить, что если у вас точка М остается на месте, а точка А переходит в симметричную относительно М точку Б, то такая проективная инволюция, а мы помним, что все проективные инволюции — это инверсии и, быть может, симметрии. Так вот, эта проективная инволюция, единственный возможный вариант — это просто центральная симметрия с центром в точке М. Ну и значит, точка X переходит в точку Y при центральной симметрии с центром в точке M. И тем самым теорема о бабочке доказана. Еще раз повторюсь, что если мы внимательно присмотримся к тому, что в реальности мы получили в
теореме Дезарга об инволюции, как мы это использовали в теореме о бабочке, то мы получим, что теорема Дезарга об инволюции — это просто какая-то квинтэссенция обобщений теоремы о бабочке. То есть вы получаете, что есть некоторые сопоставления между парами точек. Да, вот если здесь оно было между А и Б, X, Y и M, M, то там это самая-самая общая конструкция. Вот такое замечательное утверждение. Теперь перейдем к следующему рассуждению, которое на самом деле тесно связано с некоторыми предыдущими, но имеет очень, на мой взгляд, красивый подход через рассуждение, через выход в пространство. Основой этого рассуждения является следующая замечательная лемма. Вот предположим, что у вас есть окружность, и в этой окружности проведено две красных хорды, которые вот пересекаются в черненькой точечке. Предположим, что есть еще некоторая точка в плоскости, и мы из нее производим проекцию из окружности на себя. То есть, по сути, производим инволюцию. При этом красные точечки проецируются в какие-то вот синенькие точечки, 4 штуки. И проведем соответствующие красным отрезкам два синих отрезка. Да? Вот красный отрезок, его концы перешли в два вот таких синих, провели отрезочек. Вот этот красный отрезок, его концы перешли в две вот таких синих точки, соединили отрезком. И получили точку пересечения, тоже вот черную точку. Тогда оказывается, что центр проекции и две вот этих точки пересечения лежат обязательно на одной прямой. Вот я сначала расскажу, как с помощью этого утверждения доказать теорему о бабочке, а потом поговорю, как доказывать это утверждение с помощью выхода в пространство. Итак, давайте мы вот эту формулировку заменим на другую. Значит, сотрем точки А и Б, проведем из центра О прямую к точке М, да, в диаметр. И нам нужно доказать, что если вы проводите сечение к бабочке перпендикулярное диаметру, то точки X и Y равноудалены от точки M оказываются, или симметричны относительно этого диаметра. Давайте сделаем симметрию относительно этого диаметра, отразим все точки E, C, D и F относительно этого диаметра. И нарисуем вот соответствующие хорды. C', F' симметрично CF относительно диаметра, E', D' симметрично ED относительно диаметра. Мы бы хотели доказать, что C', F' проходит через точку X, и E', D' проходит через точку Y. Вместо этого мы определим точки X и Y как пересечение C', F' и DE и E', D' и CF, и будем доказывать, что точки X и Y и точка M лежат на одной прямой. Почему этого будет достаточно? Потому что если мы так определили точки X и Y, то это означает, что они переходят друг друга при симметрии относительно диаметра, потому что определяющие их отрезки переходят при симметрии относительно диаметра друг в друга. А если мы доказали, что X и Y лежат на одной прямой с точкой M, то это означает, что XMY – это прямая перпендикулярная диаметру, и X и Y равноудалены от точки M автоматически. То есть это те самые точки, которые были в изначальном условии. А это утверждение уже прямо сводится к этому, разве что точка проекции располагается не снаружи, а внутри окружности. Действительно, давайте в качестве красных отрезков возьмем два вот этих отрезка, а в качестве синих два вот этих отрезка. И тогда мы видим, что точки C и D совмещаются проекцией через точку M, C' и D', естественно, тоже. E и F совмещаются, и E' и F' совмещаются через точку M проекции. Значит, мы получаем вот по этой лемме, что точки X, M и Y лежат на одной прямой. И из этого следует теорема о бабочке. Теперь давайте перейдем к доказательству вот этой вот леммы. Итак, пространственное утверждение, которое я хочу обсудить, будет выглядеть так. То же самое, что только что я сформулировал для окружности, будет верно и для сферы. Если у вас есть сфера в R3, вы взяли на этой сфере 4 точки А, Б, С и D, так что отрезки А, Б и С, Д пересекаются. Один из отрезков красный, другой
синий. Это означает, что эти 4 точки лежат на одной окружности, потому что они лежат в одной плоскости, мы можем пересечь эту плоскость со сферой, они будут лежать на одной окружности. А дальше мы можем точно так же взять точку P, лежащую вне или внутри сферы, я для простоты беру вне, и спроецировать все эти точки на сферу обратно, да, то есть опять же рассмотреть некоторую инволюцию со сферы на сферу, которая представляет собой проекция из точки P. Значит, мы берем, проводим 4 луча, они пересекают сферу в 4 новых точках, А', Б', С' и Д'. Замечательным оказывается то, что эти 4 точки тоже обязательно лежат в одной плоскости, и значит, в частности, если мы пересечем эту плоскость со сферой, то получится окружность. Это не очень сложно показать, потому что на самом деле вот такая проекция из P, из сферы на сферу, в действительности является инверсией. Ну, то есть у вас PA' на PA равно PC' на PC равно PB' на PB равно PD' на PD. Вот. И если вы возьмете просто сферу, проходящую через точку P, и вот эту вот исходную окружность, то она при такой инверсии развернется в плоскость, проходящую через точки А', Б', С' и Д'. И значит, эти точки будут лежать с одной стороны на одной плоскости, с другой стороны вот на этой вот сфере, как окажется, и значит, будут лежать вот на такой окружности. Ну и тогда мы здесь можем рассмотреть вот аналогичные синие и красные отрезки. Уже в этой окружности они тоже обязательно пересекутся, они лежат в одной плоскости. И вот эти точки пересечения будут лежать с точкой P на одной прямой. Но вот это, как часто бывает, в пространстве утверждение может быть проще, чем на плоскости. Дело все в том, что, конечно же, они будут лежать на одной прямой, потому что с одной стороны точки С, С', Д' и Д лежат в одной плоскости с точкой P, поэтому вот луч, проходящий через P и черную точечку, он лежит просто в плоскости, проходящей через синие точки, да. И то же самое верно для красных точек. Если вы рассмотрите точки А, Б, Б', и А', то такие 4 точки лежат с точкой P тоже в одной плоскости. И опять же, если мы P соединяем с точкой пересечения, то этот луч лежит, ну, условно, в красной плоскости, да. Значит, этот луч есть не что иное, как линия пересечения этих плоскостей, и значит, она обязательно пройдет через точку пересечения А', Б', и С', Д'. То есть просто это, как часто бывает в пространстве, конфигурационное есть ограничение тому, что эти точки не могут не оказаться на одной прямой с точкой P. Но дальше возникает вопрос, а что все-таки будет, если вот эта плоскость ABCD проходит через точку P? Тогда это рассуждение не годится, и нужно придумывать что-то другое, да, а именно эту ситуацию мы хотели бы иметь в плоскости, да, то есть мы хотели бы внутри одной окружности произвести проекцию, то есть по сути посечь эту картинку некоторой плоскостью, да, и произвести в ней такое же рассуждение. Но давайте рассмотрим соответствующую ситуацию. Пусть у меня есть сфера, есть плоскость какая-то, которая пересекает эту сферу. В ней лежат точки А, Б, А' и Б', да, А' и Б' получаются из А и Б проекции. Есть точки С, Д, С' и Д', они тоже получаются из С и Д проекции, то есть есть точка P некоторая, из которой, собственно, осуществляется проекция, есть точки пересечения, про которые мы хотим понять, что они лежат с точкой P на одной прямой. Ну, вот предыдущее рассуждение не работает, но что нам мешает рассмотреть еще какую-нибудь хорду, которая проходит через одну из точек? Мы можем добавить еще зеленый отрезок, давайте считать, не знаю, что он называется, скажем, EF, и что он проецируется в сферу, в отрезок E', F'. Тогда мы знаем, что точка пересечения AB, EF, и A', B', E', F' обязательно лежит на одной прямой с точкой P. И то же самое верно для пересечения EF и CD, и E', F' и C', D'.
Ну и вообще обязательно соответствующие отрезки пересекаются. Ну и тогда мы видим, что поскольку для пары зеленый-красный это верно, и для пары зеленый-синий это тоже верно, то это верно и для пары красный и синий. Просто опять же, потому что конфигурационно никаких других вариантов невозможно. Это одна и та же точка пересечения. Поэтому точки P и две вот этих вот точечки, они обязательно лежат на одной прямой. Ну и в завершении части с доказательствами я бы хотел привести одно счетное доказательство. Счетных доказательств на самом деле тоже очень много. Есть доказательства с тригонометрии, есть не очень сложный счет в комплексных координатах. Но я бы хотел привести рассуждение, которое по сути является счетом в декартовых координатах, но содержит в себе, тем не менее, глубокие алгебраические идеи. В частности, некоторые из этих идей я упоминал в предыдущем своем видео, когда обсуждал теорему Паскаля, алгебраическое доказательство. Но вот давайте, тем не менее, мы введем систему координат здесь. Значит, вы проводите ось x по прямой АБ, ось y перпендикулярно. Я буду считать, что окружность задается уравнением омега от xy равно нулю. А прямые я буду записывать так. Вот, скажем, прямая EF задается уравнением LEF от xy равно нулю. Это линейное уравнение, это квадратичное уравнение. И я запишу такую квадратичную функцию. LEF умножить на LCD, то есть перемножу прямые диагонали бабочки, плюс некоторая константа альфа умножить на произведение LED на LCF. Значит, это некоторая квадратичная функция, я приравнял ее к нулю. Значит, эта квадратичная функция задает некоторую кривую второго порядка на плоскости, которая проходит через точки E, C, F и D. Ну, кривая второго порядка 4 точками не определяется 5 точками. Поэтому мы можем подобрать коэффициент альфа так, чтобы эта кривая проходила еще через какую-нибудь точку на окружности. Ну, например, через точку B. Если мы подберем так коэффициент альфа, а так можно сделать, просто подставляем сюда b, подставляем сюда b и рассчитываем этот коэффициент, то мы получим, что при данном альфа это уравнение просто совпадает с уравнением окружности. Ну, с точностью, может быть, до какой-то константы. То есть на самом деле, если вы подобрали альфа, то вы получили, что это штуковина, это есть не что иное, как бета умножить на омега от xy, на многочлен второй степени. Вот. Теперь давайте сузим этот многочлен второй степени, вот это равенство, и рассмотрим только на оси x. То есть, по сути, подставим y равное нулю. Значит, что мы тогда получим? Мы можем заметить, что прямая EF проходит через начало координат. Это значит, что она имела уравнение, ну, что типа y равно kx. После того, как я подставил y равное нулю сюда, я получил здесь просто x умножить на коэффициент угла наклона. То же самое для прямой CD. Поэтому вот это вот выражение, это просто есть x квадрат с каким-то коэффициентом. Окружность омега, она симметрична относительно оси y. Это значит, что она имела уравнение, ну, что-то типа x квадрат плюс y минус что-то в квадрате равно r в квадрате. Опять же, когда я подставил y равное нулю, я получил, что омега от x0 это есть x квадрат плюс что-то. Вот, то есть квадратичная функция, не содержащая x. Ну и тогда я заключаю, что раз эта функция такого вида и эта функция такого вида, то и произведение вот этих прямых. Это есть некоторая функция, не содержащая x, содержащая только x квадрат. То есть это произведение имеет такой вид а x квадрат плюс b. А точки x и y это есть нули вот этой функции. Да? Это точки, в которых прямая ED и прямая CF пересекает ось абсцисс. Но у этой функции нули очевидно симметричны относительно начала координат m. Да? То есть точки x и y обязательно симметричны относительно m. Это и завершает вот это замечательное алгебраическое доказательство. Теперь давайте немного поговорим про обобщение теоремы о бабочке.
На самом деле обобщений очень-очень много, и я выбрал совсем-совсем небольшое количество для того, чтобы как-то завершить естественным образом это погружение в теорему о бабочке. Первое обобщение, судя по всему, было известно еще Уоллесу. Это то, что теорема о бабочке верна и в случае конических сечений. А именно, если у вас есть коническое сечение, скажем, гипербола или, например, эллипс, вы можете так же, как и в окружности, провести хорду, отметить середину и построить бабочку, проходящую через эту середину. И тогда эта бабочка пересечет хорду в двух точках, равноудаленных от этой середины. Да, вот можно здесь такие две точечки отметить, здесь, например, вот такие две точечки. А можно взять и другую пару, скажем, вот этот отрезок и вот этот отрезок, тоже пересечь красную хорду в двух точках, равноудаленных от середины этой хорды. Значит, это такое вот, наверное, самое известное обобщение на случай конических сечений. Следующее обобщение выглядит следующим образом. Значит, у вас есть, скажем, опять окружность, есть хорда, и на этот раз вы не просто взяли середину, а взяли еще две точки, располагающиеся на одинаковом расстоянии от этой середины, и строите вот такую вот бабочку. То есть теперь у вас вершина бабочки, вот эта вот центральная, находится не на хорде, а бабочка пересекает хорду в двух точках, равноудаленных от середины. Тогда верно оказывается, что и вторые точки пересечения тоже равноудалены от середины. Это то, что называется обобщение Кламкина. Следующее обобщение, которое я хотел бы упомянуть, это обобщение такого сорта, что на самом деле вы можете рассмотреть конструкцию, в которой у вас бабочка, вообще говоря, проходит не через середину хорды. И в этом случае просто есть алгебраическая связь между длинами соответствующих отрезков. А именно выполнено вот такое вот тождество, что единица делить на mx делить на минус единица делить на my равно единица делить на ma минус единица делить на mb. Вот. И понятно, что в случае, когда у вас m это середина, а b у вас справа стоит 0, и вы автоматически получаете теорему о бабочке. Бывают и вот такие обобщения, когда вы берете не середину хорды, а, скажем, делите хорду на 3 равных части. После этого вы можете взять на одной из дуг точечку, провести две хорды таким вот образом, и потом провести еще две хорды обратно через эти две точки и соединить вот таким образом. Тогда вот эти две точки, которые получились новых на этой хорде, они будут равноудалены от середины исходной хорды, или равноудалены от концов. Еще одно обобщение я бы хотел предложить такое. Вот вы берете окружность, даже не обобщение, а это то, что называется паризм бабочки. Вы можете взять окружность, писать бабочку, провести произвольную хорду, которая пересечет эту бабочку в 4 точках, и дальше взять еще некоторую точку на окружности, и из этой точки начать строить бабочку вот через эти 4 точки. И тогда она обязательно замкнется. Вы можете брать любую начальную точку и получать здесь вот такую вот бабочку. Больше того, оказывается верным, что если вы возьмете окружность, которая вместе с исходной имеет вот эту прямую в качестве радикальной оси, и стартовую точку возьмете вот на той окружности, то тоже будет верна такая конструкция, то есть она тоже замкнется на этой второй окружности. Иногда эту теорему называют теоремой о двух бабочках, но мне больше нравится словосочетание, название паризм бабочки. У этого утверждения есть на самом деле очень-очень красивое алгебраическое доказательство. Очень рекомендую поизучать вам, если вы интересуетесь этой темой. И, наверное, последнее утверждение, которое я хотел бы привести в качестве тоже обобщения, это то, что называется улучшенная теорема о бабочке или Beta Butterfly Theorem. Она говорит про две концентрических окружности.
Вы можете здесь взять тоже хорду и общую середину этих двух хорд и начать строить бабочек, но таких, что два кончика крылышек лежат на внутренней окружности и два на внешней. То есть, например, вот такую бабочку рассмотреть. Ну и вот на прямых, которые пересекаются в точке, вы можете продлить их до пересечения, отметить еще 4 точки, да, пересечения с внутренней и внешней окружностью и построить еще одну бабочку. И отметить точки пересечения с исходной хордой, точки X, Y, как они были раньше, и Z, W, и тогда будет верно такое вот алгебраическое соотношение, что единица делить на mx плюс единица делить на mz равно единица делить на my плюс единица делить на w. Ну и в ситуации, когда у вас эти две окружности совпадают, на самом деле вы получаете обычную теорему о бабочке. Удивительно, но вот это утверждение можно немножечко еще обобщить, можно нарисовать n концентрических окружностей и построить целую цепочку бабочек и получить здесь аналогичное алгебраическое равенство, только содержащее уже n слагаемых. Ну вот такие замечательные обобщения или просто похожие утверждения есть связанные с теоремой о бабочке. Еще раз повторюсь, что утверждений, похожих на теорему о бабочке, очень-очень много. Многие из них доказываются аналогично, а многие содержат нетривиальные новые идеи.